Всем добрый день, с вами я, Максим Алинев, и моя программа «Армия России. История и современность». Тема сегодняшней передачи «Дважды призван». Довольно любопытная ситуация касаемо участия в русско-японской войне 1904-1905 годов. Кузьма Дмитриевич Федотов, 1872 года рождения, срока службы 1894 года. Был призван по первой частной мобилизации Михайловским уездным воинским начальником и 29 апреля 1904 года зачислен в 138-й пехотный Болховский полк. 3 августа того же года по болезни был отправлен на родину для поправления здоровья сроком на 1 год. Порядок увольнения участников боевых действий был таков. В своде военных постановлений 1869 года издание 1892 года имелось целое отделение, посвященное увольнению нижних чинов в продолжительный отпуск по расстроенному здоровью. Статья 642 гласила, что нижние чины, нуждающиеся для поправления расстроенного здоровья, во временном освобождении от службы увольняются в отпуск на срок не свыше 1 года, сообразно времени, потребного для восстановления сил. При этом те из них, кои подлежат по происхождению к податным сословиям, увольняются не иначе как на родину, то есть по месту приписки к обществам. Остальные же на избранные ими самими места жительства. Положение это было принято 21 мая 1875 года как временные правила для перечисления строевых нижних чинов по болезням и телесным недостаткам на нестроевые должности и для увольнения вообще нижних чинов по расстроенному здоровью в отпуск и вовсе от службы. Параграф 4. Медицинское освидетельствование производилось особыми комиссиями в госпиталях, больницах и лазаретах, при которых нижние чины находились на излечении. Подлежащие освобождению от службы немедленно выписывались из лечебных заведений и передавались в свои части вместе со свидетельствами об их болезнях, где им немедленно изготовляли по определенной форме отпускные билеты и выписки из алфавита. По исполнении всего вышеперечисленного нижние чины исключались из списков своих частей и отправлялись одиночным порядком в места жительства с проходными свидетельствами или сдавались местным уездным воинским начальникам при именных списках для отправления этапным порядком. Прибывшие в свой уезд нижние чины обязаны были явиться к своему уездному воинскому начальнику. Передавали ему проходные свидетельства, а взамен получали отпускные билеты или свидетельства о выполнении воинской повинности. Через год Федотов был вновь призван по 8-й частной мобилизации и зачислен в списке 144-го пехотного Каширского полка 16 августа 1905 года. 18 числа полк выступил в поход из города Брянска. 8-я частная мобилизация была объявлена манифестом от 10 июня 1905 года. Из действующих пехотных частей мобилизовывался лишь 13-й армейский корпус в составе 1-й и 36-й дивизий. Остальных направляли на пополнение запасных батальонов Виленского и Казанского военных округов. При этом в Рязанской губернии поднимался лишь один Касимовский уезд. В основном же мобилизации подвергся лишь город Москва. Из 66 тысяч разосланных призывных карт на долю Первопрестольной приходилось более 50%. Михайловский же уезд поднимался в войну лишь однажды, при первой частной мобилизации, что позволяет предположить, что Федотов в 1905 году находился на заработках в Москве, откуда и попал вновь на войну. На этом передача подошла к концу. Смотрите следующие выпуски. Всего вам доброго. До свидания.